Всем привет! Ранее мы установили уже Cloud Code для Windows, мы установили PyCharm, бесплатную версию, а PyCharm для Python, Cloud Code, как я понимаю, ему удобнее всего писать на Python, хоть он и хорошо пишет на других языках. И мы подключили GitHub к PyCharm и стянули первый проект и сделали первый пуш на GitHub. По первому образованию я юрист, а по второму образованию магистр компьютерных наук. В том числе выполнял обязанности проект-менеджера, тестировщика, автоматизированного тестировщика, SDET и немного DevOps. Сегодня мы продолжаем, и сегодня мы установим Cloud Code внутри PyCharm. Наш PyCharm, запускаем его. Так, наш PyCharm запущен. Теперь нам надо найти инструкцию, как установить Cloud Code в PyCharm. Ищем через Cloud веб-версию. Мы же веб-кодеры. Так, вначале установить Node.js, проверка установки, аутентификация. Так, изначально давайте проверим, работает ли у нас все, что мы уже сделали здесь в видео. Установка Cloud Code. Мы запустим из-под администратора Windows PowerShell. Напишем Cloud. И мы видим, что да, отрабатывает, то есть он запускается. Он запускается, но запускается не из той папки. Я хочу, чтобы он запускался, допустим, из этой папки. Меняем адрес и пытаемся запустить Cloud. Вот он запустился. Так, welcome to Opus 4.6, но мы используем Sonnet 4.5. Cloud Model, насколько я помню, показывает, какую модель мы используем непосредственно сейчас. В принципе, мы можем вызвать help для понимания, какие команды там есть, или воспользоваться. Так, I'm currently powered by Sonnet 4.5. Супер. Все как я хотел. У нас будет больше запросов на Cloud Max с Sonnet 4.5 по сравнению с Opus. Потому что при Opus мы активно не сможем кодить. А Sonnet нам, по моему мнению, будет вполне достаточно. Хорошо. Мы проверили, что непосредственно в оболочке Windows Cloud работает. То есть это установлено. PyCharm мы только что запустили. Мы находимся внутри стянутого проекта. Как стянуть проект, здесь написано. Подключаем PyCharm к GitHub и теперь двигаемся непосредственно к настройке внутри PyCharm.
Давайте сразу оттестируем, может быть, уже все работает из коробки. Я захожу в терминал, Alt F12, и пытаюсь здесь написать. Обращаю внимание, что мы уже находимся в правильной папке, то есть это название моего пользователя, потом PHM Projects, а дальше идет название самого проекта, который мы стянули. И дальше я уже вписываю в терминале внутри PyCharm Cloud. Получается, все работает из коробки, и не надо было устанавливать дополнительные приложения, потому что это уже все установлено в Windows. Это новая информация для меня, потому что в прошлый раз я еще потратил достаточно много времени, где-то около часа, для того, чтобы настроить приложение внутри PyCharm, чтобы это все работало через плагин, который встраивался в PyCharm. Да, доверять этому проекту и да, разрешить PyCharm доступ к этой папке, где находится наш проект. И теперь мы можем тут писать на комфортном для нас языке. Дай summary. Что делает этот проект? Ответь до 50 слов. Он что-то думает. Мне нравится, то есть уже все из коробки работает благодаря тому, что мы сделали установку Cloud Code непосредственно в Windows, и оно у нас работает в Command Line Interface, CLI, CLI, CMD и PowerShell. За счет этого автоматически у нас все подтянулось в PyCharm. У нас trial-версия бесплатная, которая не содержит JetBrains AI. При этом мы используем, по моим знаниям, на сегодня самое крутое решение Cloud Code, которое у нас здесь работает. Окей, проект, быстрые вставки, даты и времени. По нажатию клавиши и автозапуск Windows 11. Ресурсоэффективный строй Python версия. Да, это все соответствует. Я вас поздравляю, вы уже успешно встроили Cloud Code в вашу IDE, PyCharm, и можете создавать и редактировать код через Cloud Code. Если это не совсем явно, как можно это редактировать, то мы это разберем более подробно в следующих видео, но сейчас давайте сделаем хоть какое-то изменение. Добавь новую строку в конец md файла. Давайте просто посмотрим, как он это будет делать и реализовывать. Что-нибудь самое-самое простое, чтобы он быстро сделал, и мы сделали новый commit. Do you want to make this edit to readme md? Так, он предлагает что-то сделать. Всех правок мы не видим. Мы видим 7, 8, 9. Они обычного цвета, без выделения. И нам показывается 10 строка с плюсиком и с выделением зеленым цветом. Это обозначает, что будет добавлена 10 строка. При этом в файле мы видим, что 10 строка пустая уже есть. Я предполагаю, что тогда 10 строка текущая съедет, спустится на 11 ряд позицию и добавится 10. Всегда выполнять. Нет, не подходит, дать какие-то комментарии и yes. Просто нажать Enter. Да, единоразово одобрить действие, чтобы мы каждый раз контролировали, какое
изменения вносятся в наш код, потому что, ну, в 30% он будет пытаться что-нибудь у нас сломать, и мы должны читать, что происходит, и отслеживать изменения. Поэтому умение читать код, в принципе, для вайп-кодинга это было бы очень неплохо. Готово, добавлена новая пустая строка. Я не вижу изменений, поэтому... Ага, я тыкнул по самому файлу, и изменения применились. То есть графический интерфейс PyCharm не отреагировал на то, что было добавлено. И рядом с 10-й строкой вот такая вот зеленая штучка появилась, которая говорит о том, что это новая строка. Сам файл покрасился в синий, то есть, значит, в нем есть изменения, в остальных файлах изменений нету. Мы переходим в вкладку Commit, выбираем то, что мы хотим закоммитить, и пишем пояснение, что было изменено. Если предыдущий коммит у нас был тест работоспособности GitHub через PyCharm, пустая строка в MD, то здесь тест работоспособности Cloud Code через PyCharm, ну и тоже добавили пустую строку. Нажимаем Commit and Push. И здесь проверим все на месте. Файл, комментарий. Пушим в Origin Main, потому что у нас сейчас нету команды, мы самостоятельно разрабатываем проект, поэтому пушим в GitHub в Main. Push. Окей, здесь идет пушинг. Один commit to origin успешно. Проверяем в Git внутри PyCharm. Вот, a minute ago был сделан дополнительный commit. Давайте пройдем в GitHub веб-версию. Переходим в GitHub веб-версию и проверяем, что да, действительно, у нас последние изменения 20 часов назад были. Нажимаем F5 «Обновить страницу». И смотрим, 1 минуту назад были изменения, и смотрим в readme.md. Тест работоспособности Cloud Code через PyCharm. То есть комментарий к измененному readme.md внутри github.com браузер применились. Так что я вас поздравляю. Удачного вам вайб-кодинга и создания проектов, которые принесут вам финансовую независимость и благосостояние. Желаю вам финансового успеха, хорошего вам времени суток.